Здравствуйте, мы приветствуем вас на верфи исторического судостроения Полтава. И сегодня мы с Кириллом Борисовичем хотим рассказать о Петровской морской артиллерии и о результатах некоторых исследований, которые мы провели недавно. Мы поговорили про пушки, про боеприпасы, про артиллерийскую принадлежность. Давайте поговорим про артиллерийский расчет. Про людей, которые обслуживали пушки на корабле. Для начала несколько рисунков, прям скажем, аутентичных изображений корабельных пушечных расчетов XVIII века, их крайне немного. Вот один из них — это как раз манускрипт, о котором говорил Кирилл Борисович. Скорее всего, это 20-е, 30-е годы, хотя нельзя исключать, что это самая последняя дата, это 1750 год. То есть все равно это первая половина века. Да, вот здесь мы видим как раз, что 4 матроса приподнимают ствол, у двоих ломы, у двоих ганшпуги. Очевидно, лом тоньше, но имеет... Ну и ближе к дулу стоят люди с ломами и с ганшпугами ближе к казне. Кстати говоря, мы не очень понимаем, подо что их подсовывали. Это как бы было очевидно людям XVIII века, но нам это не очевидно. Есть такое изображение британских моряков, как раз эпохи Нельсона. Здесь, на удивление, мы видим как раз ту самую бочку, из которой один из артиллеристов достает, очевидно, картуз. То есть здесь вот как раз иллюстрация, которая говорит, что это такой расходный запас картузов, который стоит рядом с пушкой. Естественно, это не может быть источником, это некая реконструкция или съемка фильма в 1930-х годах на корабле «Виктория» в Портсмуте. Вот здесь как бы матросы Нельсоновского флота тянут тали, накатывая пушку. Что мы знаем о том, кто обслуживал пушки? У нас есть, во-первых, регламентное положение, сколько человек полагалось на артиллерию корабля, и по уставу 2020 года, а на самом деле это регламент, который был зафиксирован как минимум в 2018 году, на 50-пушечный корабль типа Полтавы полагалось 30 канониров. Канонир и пушкарь — это синонимы. Часто в петровских документах говорят пушкари, так вот это канониры. Капрал пушкарский, сержант, 2 подконстапеля и констапель. Итого 35 человек на 54-пушечный корабль. Логика была в том, что один канонир полагался на 2 пушки, потому что расчет велся для стрельбы с одного борта. То есть стрельба с 2 бортов была исключительной вещью, и у меня ощущение, что в XVIII веке ее даже не тренировали, потому что это было слишком, проще было просто перебегать от борта к борту и заряжать по очереди, чем разделяться на 2 борта, потому что людей не хватало, экипажи были небольшими. В XIX веке, когда людей стало больше, стали тренировать вариант стрельбы на оба борта. Но это мое ощущение. Но тут хорошо видно, что эти 30 канониров их хватит на 7 пушек одного борта, плюс несколько человек в кают-камеру. Это регламентное положение. Да? На практике у нас есть свидетельство, что в 1714 году на Полтаве вместо 35 было всего 25 артиллеристов, 2 сержанта, 3 капрала, 8 бомбардиров, 1 из пушкарей. И в 1723 году на Полтаве было всего 18 артиллеристов, то есть гораздо меньше, чем... Некомплект был нормой. И там экипаж Полтавы штатный на конец Петровского Санчо 360 человек, что-то около того, да? 350. 350, да. А там до 300 часто не дотягивало это количество. В морском уставе есть интересное положение, то есть в экипаже корабля были матросы, были пушкари и были солдаты. Это 3 основные группы нижних чинов. При этом морской устав говорит дословно: никакому пушкарю от матросской, а матросу от пушкарской работы не отрицаться и не говорить, что не его дело, но друг другу, когда потребно, помогать. Ну, а дальше излагалось штраф, который накладывается на того, кто скажет, что это не его дело. Тут еще, извините, есть отличная времена Анны Ивановны тоже инструкция о том, что людей, которые на море бывали, писать в матросы рекрутов, а которые ростом велики и на море не бывали, писать в пушкари. А которые ростом малы, но на море тоже не бывали, все равно писать в матрос. То есть пушкарь, вероятно, был достаточно здоровым. Но пушкарь выполнял обязанности того, кого мы назовем командиром расчета. И в обслуге каждого орудия был 1 канонир и некоторое количество матросов в зависимости от калибра орудия. Кто были чинами артиллерии на корабле? На корабле не было цейхмейстера. Цейхмейстер — это чин начальника артиллерии всего флота. Соответственно, в Балтийском флоте с 1715 года это был капитан-командор Кристиан Отто, швед, который, собственно, был начальником всей артиллерии. А на корабле старшим, на корабле ранга Полтавы, старшим артиллеристом был констапель.
Это по табели о рангов 722 года чин 14-го ранга, соответствующий сухопутному фендрику, то есть прапорщику. Казалось бы, что это уже офицерский чин, полагающий дворянство. Однако в уставе морском 20 года перечисляется некая ступень, лестница, по которой переходит команда при убывании вышестоящих. Так вот, констапель стоял ниже штурмана, потому что штурман был унтерским чином. Вероятно, здесь просто дело было в овладении управлением кораблем. И с точки зрения документов, связанных с сословностью, констапели однозначно дворяне, тут никаких сомнений не было. Но в констапеле обычно выслуживались из рядовых пушкарей. И изначально, процент дворян изначальных урожденных среди констапелей был ниже, чем среди флотских офицеров. И карьерные перспективы у них были весьма тухлые. Скажем, вот эти 10 констапелей, которые подписали экзерцицию в 1750 году, они служили уже в чине констапеля, каждый из них 20-25 лет, и никакого роста наверх у них не предполагалось. Но для выходца из податных сословий это было уже хорошей карьерой, и жаловаться было грешно. Во всяком случае, до 1726 года, тем не менее, констапели считались унтерами. Об этом есть упоминание. Значит, с 26 года они были окончательно. Так же, как они с мичманами просто бились. Когда мичманы стали офицерским чином, тогда и констапели окончательно стали офицерским чином. Кто были констапелями в Петровском флоте? Есть письмо Петра к посланнику в Европе Борису Ивановичу Куракину, в котором он прямым текстом просят нанимать в констапеле англичан. То есть Петр считал, что это были бы лучшими специалистами. Однако некомплект констаблей был значительный, из года в год можно посмотреть, там довольно много не хватало. И в какой-то момент было найдено решение. У Петра в гвардии, в лейб-гвардии Преображенском полку была бомбардирская рота. Это подразделение, укомплектованное солдатами, имеющими инженерную и артиллерийскую подготовку. Бомбардиры Преображенского полка строили мортирные батареи в осадах крепостей, занимались какими-то инженерными работами, помимо того, что это были такие условно доверенные лица государя, которые исполняли крайне разнообразные административные задачи. Буквально десятки чинов бомбардирской роты Преображенского полка, как нижних чинов рядовых бомбардиров, так и офицеров, отправляли на Балтийский флот в качестве констапелей. И научение констапелей, это рукопись, которая хранится в архиве артиллерийского музея, она написана, собственно, одним из таких бомбардиров Преображенского полка. В помощниках у констапеля были подконстапели, пушкарский сержант и пушкарский капрал, про которого в уставе написано, что этот пушкарский капрал отвечал, помимо прочего, за выдачу абордажного оружия матросам перед боем. И по разным позднейшим источникам он разносил в фонаре огонь перед боем, от которого зажигали фитили и фонари, развешанные над орудиями. Теперь посмотрим, как обучали артиллеристов, и тех, кто обслуживал пушки. Наиболее ранние свидетельства из того, что мне удалось найти, относятся к 1705-1706 годам, когда вице-адмирал Корнелий Крюйс приказал, чтобы обучение солдат и матросов стрельбе из пушек и стрелкового оружия велось ежедневно. То есть все нижние чины на корабле обучались этому прямо на ежедневной основе. Дальше есть инструкции капитанам флота 1715 года, где сказано, что у пушек людей обучать каждый день, в том числе зимой на берегу. В 20 году сказано обучать канониров действиям у пушки и прицельной стрельбе притяжкую и оттяжкую, как обычайно на кораблях. То есть здесь как раз говорится о том, что орудийный расчет должен учиться работать сталями для откатывания и накатывания орудия к порту. И регламент 22 года требует для науки пушечной стрельбы направлять 10-ю часть матросов и солдат ежедневно. Говорит опять же о том, что и матросы, и солдаты обучались работе с пушками, а при этом новых новичков в этой пушкарской науке сначала обучали вспышками. То есть орудия не заряжали, а только сыпали порох на запальное отверстие. И уже в конце Петровского царствования действует учебная батарея на Круглом острове. Надо, кстати, выяснить у краеведов, что это за какой остров назывался Круглым в то время. А весной 1727 года на Выборгской стороне была сооружена учебная батарея, которая существовала там до екатерининских времен, примерно в районе теперешних Крестов. И она стреляла на север вдоль линии железной дороги финляндской теперешней. Но там был полнейший пустырь, и там же обучались бомбардиры Преображенского полка еще при Екатерине.
И вот эти альбомы, которые хранятся в РНБ, они нарисованы на этой батарее. Интересно. Кстати, о том, как проводились учебные стрельбы. Интересно, что это было прямо около морского и сухопутного госпиталя, то есть недалеко. То есть раненые и больные развлекались салютами пушечными. Им было там не очень скучно. И пострадавших... Недалеко было, кстати, недалеко было везти. В 2020 году мы знаем, что мишенью служил бревенчатый сруб, заполненный землей. Соответственно, ядра в нем застревали, их можно было переиспользовать. Каждому канониру давалось по 5 выстрелов. Если канонир промахивался, то он платил штраф 5 копеек за промах. А эти деньги шли на призовые тем, кто попадал в мишень. Да, попадал в яблоко. Там есть ведомости еще 30-х годов, где расписано прямо персонально, по фамилиям, кто куда попал. Значит, и варианты попадания в яблоко, в белый круг, ну, вокруг яблока, в черный круг. Следующий вообще в целом в мишень и за пределы поля. Но должен сказать, что за пределы мишени улетало, ну, процентов у 2-3 примерно канониров. То есть, в принципе, в мишень попадали. Хотя в яблоко попадало тоже процентов 5-7, не больше. Ну да, интересно, потому что в регламенте 22 года есть подробности. Мишень ставили на 150 сажениях, то есть это 300 метров. Стреляли и по береговым мишеням, и по морским мишеням из кораблей, как сказано, с рассуждением морского волнения, да, чтобы могли прицеливаться в условиях качки. Один пушкарь проходил учебные стрельбы 3 раза в год. Каждый раз ему давалось по 5 выстрелов. За попадание в яблоко, в береговой цели или у воды, то есть в ватерлинию плавучей цели, ему полагалось по 3 копейки. Ну, а за попадание, скажем, вот не в яблоко, а рядом, в 2 раза меньше, 1,5 копейки. Теперь что мы знаем про артиллерийский расчет, его численность? У нас есть указание морского устава 1720 года, во-первых, о том, что над каждым портом был приколот или должен был быть приколот лист бумаги, на котором обозначался номер орудия и список матросов, которые прикреплены к расчету этого орудия. Прямая цитата из Грундела в морском уставе, вот, что весьма любопытно. Интересно, правда, мне вот всегда было, почему нельзя было хоть мелом написать? Ну, на корабле эта бумажка, она же должна была, ну, просто в минуты прийти в негодность. Вот, кстати, нет. 2 года назад на славном корабле «Полтава» мы проводили учения нашего клуба исторической реконструкции. Я написал 2 списка на бумаге пером чернилами, приколол их над портом, и как минимум год они там... А на верхней палубе как это выглядело? Нет, это мы на гондеке. Ну вот на гондеке, да. То есть тут... Но, тем не менее, и наши, и шведы писали на бумажке. Это... Отдельный вопрос, кто из чинов расчета мог прочитать, что там написано? Это другой вопрос, да. Но, кстати, канониров, вот я видел документы об отставке, грамотных там не так мало. То есть, ну, скажем, где-то каждый 3-й, каждый 4-й. То есть, в принципе, кто-то мог. По количеству человек в артиллерийском расчете у нас есть данные устава 720 года, в которых прямым текстом написано, что у 24-фунтовой пушки 7 человек расчета, 18-фунтовая пушка 6 человек расчета и 12-фунтовая 5 человек расчета. При этом за тот же 20 год у нас есть ведомость Ревельской эскадры. Петровский корабельный флот состоял из 2 эскадр, Котлинской и Ревельской. Там на 18-фунтовую пушку указано 7 человек, на 12-фунтовую 5 человек, на 8-фунтовку 4 человека, на 6-фунтовку 3 человека и на 4- и 3-фунтовке по 2 человека. И это реальное положение. Если устав — это пожелание, то Ревельская эскадра — это реальный расчет. А теперь интересно посмотреть, откуда брались эти цифры. Вот в книге Конана Зотова объясняется, как велся расчет. Он исходил из того, что усилие, которое может приложить один человек, равно 100-150 фунтам. Ну, это, соответственно, 40-60 килограмм. 2 трехблочных... 150 фунтов, если он ногой будет опираться. Да. Имеется в виду в борт. 2 трехблочных таля увеличивают усилия в 6 раз. Исходя из этого, можно было рассчитывать, и исходя из массы пушки, можно было рассчитать, сколько человек нужно для оперирования. У Грундела тали упоминаются только для самых больших пушек, зато упоминается коллективный крик, который должны издавать шведские артиллеристы, делая усилия при перетаскивании пушки. Но это соответствует типа взяли», что-то такое. Протяжно надо кричать. Теперь тоже к одному из самых интересных вопросов о том, как была организована работа расчета. Как я говорил, у нас немало
наставлений по артиллерии Петровского времени, они все, как правило, описывают просто последовательность действий при заряжании пушки. Они никак не описывают то, как должен действовать расчет, как назначались люди на номера, что делал каждый номер, в какой последовательности. Этого в петровских документах нет. И самое раннее, что у нас есть, это вот это найдено... 50-го года экзерциция, где говорится, там не по номерам, там говорится, например, человек, стоящий ближе к дулу справа, делает то-то, стоящий ближе к казне слева делает то-то. То есть, в принципе, мы можем что-то понять, но поскольку это сделано для всех пушек, то ситуация такая. Если у нас 7, один стоит за казной, это командир орудия или комендор, и по 3 с каждой стороны. Если 5, то по 2 с каждой стороны. Если 6, то непонятно, как они стоят, с какой стороны больше, с какой меньше. Скорее всего, слева больше, я потом поясню еще почему. Но при этом наиболее нагруженными номерами были стоящие с боков у дула и у казны. А средние номера, они служили, в общем, живой силой, которая должна была помогать всем остальным. И, вероятно, и назначались таким образом чуть более опытные матросы к дулу и к казне, чуть менее к середине. Но мы этого точно не знаем, и там точно не расписано, в отличие от наставления Николаевского уже времени, где прописано каждый шаг каждого человека. Первые подобного рода описания детальные — это шведские наставления 1780-х годов, которые есть и которые нужно переводить. Чем мы, возможно, займемся. Но там прямо говорится, что номер такой-то выставляет правую ногу на 1 шаг вперед, номер такой-то, делает полоборота влево. То есть это уже прямо полное описание. Но насколько оно может быть распространено на Петровскую эпоху, это вопрос, потому что мы должны понимать, что прогресс во всех делах, и в парусном оснащении, и в артиллерийском деле, он все время был, и мы не можем приравнять конец XVIII века к началу XVIII века. Человек, который стоял слева у дула, он же носил картузы. Кстати, интересно, что в экзерциции, которая в середине XVIII века была отредактирована, там сказано, что юнги и офицерские слуги носят картузы, а матрос этот стоит на месте. Но для Петровского времени левый человек у дула носит картузы. А правый человек у дула, он орудует банником и прибойником и заряжает орудие. Причем там есть загадочная для меня, во всяком случае, фраза, что когда стрельба на дальнюю дистанцию ведется, порт открыт, и он работает с шестовым банником и прибойником, он выходит за борт. Но я понимаю, что если руслиня там с той стороны есть, он может выйти за борт 2 ногами. Но, видимо, все-таки имелось в виду, что он садится верхом на пушечный порт, потому что туда выйти, мне кажется, было бы проблематично. Но, тем не менее, фраза прям выходит за борт. Так и сказано. И потом входит в корабль. Обратное действие для него. Видите, корабль, я сойду. Да, примерно так. Сказали, что самые ближние к нам тексты — это английский 702 года и шведский 705 года, не расписывают работу по номерам. У нас есть свидетельство о том, что в русской сухопутной артиллерии первая экзерциция была описана в 1734 году, она до нас не дошла. И первая дошедшая, опять же, сухопутная, это 1756 год. Здесь уже есть работа по номерам, то есть есть пронумерованные чины расчета, которые описано каждый, что из них делает, в какой последовательности. Кстати, во французском этом наставлении 1671 года, оно просто еще не переведено, но там расписаны люди так, как это делалось потом во Франции вплоть до конца XIX века. Первый помощник справа, первый помощник слева, второй помощник справа, второй помощник слева. Те же номера, но просто по-другому описанные. И там, возможно, будет более детальное описание, но это пока я думаю, на днях тут перевод будет, и мы его сможем посмотреть. Может быть, это как-то уточнить позволит ситуацию. Да, и, конечно же, самое торжество ранжира, да, это уже николаевские экзерциции, где артиллерийские научения 854 года и более ранний документ 1937 года, здесь уже очень подробно расписано, кто где стоит. И что где лежит, самое главное. Потому что что где лежит в Петровское время, мы просто не знаем. У Грундела есть несколько, местами очень смутные, например, фразы, которую можно перевести так, что банник кладется сбоку от орудия, или банник кладется, то же слово можно перевести под прямым углом к орудию. Я все-таки сторонник того, что сбоку параллельно, но просто есть проблемы в понимании самого словесного описания. Так, если сравнивать тексты этих собственно, по сути, 3 документов, описывающих пушечную экзерцицию, экзерциция, да, английская exercise, то есть учение пошаговое, была солдатская экзерциция, да, когда солдат с кремневым ружьем обращался, и пушечная, соответственно.
если сравнивать эти три экзерциции, естественно, в целом они сильно похожи, но поскольку матчасть одна и та же. Отличие, например, заключается в том, что в английском 2-го года и шведском 5-го года процесс начинается с пробанивания орудия, то есть проверки, что канал ствола чист, банником. А в экзерциции, зафиксированной в 50-м году... Да, там пыжовник. Она просто проблема в том, что они еще начинаются с разного места. То есть, скажем, шведская и пови экзерциция, на мой взгляд, она начинается как бы после... Уже предполагается по умолчанию, что до этого проверено, что в орудиях нет посторонних предметов, что все уже подготовлено, и как бы мы начинаем уже заряжать орудие. Тогда как наша экзерциция, ну, условно говоря, там, позднепетровская там, или 50-го года, она исходит из того, что мы начинаем, не зная, есть в орудиях там мусор, нет в орудиях мусора, и мы с самого начала это делаем. И это, ну, важные нюансы, как разбить эти, потому что, например, в этой русской экзерциции, ну, которую я считаю позднепетровской, ее нужно самим разбивать нумерация темпов идет общая, но ее нужно разбивать, потому что сначала идет стрельба с дальней дистанции ядрами, потом как бы без предупреждения переключается на стрельбу ближней дистанции дрейфгагелями и картечами, потом тоже без предупреждения переходят к приведению орудия в походное положение после стрельбы. То есть понятно, что современники понимали, что мы начинаем в данном случае с какого-то темпа, а не с самого начала. Но это тоже вопрос, который нужно нам отвечать заново, что мы не знаем изначально, как это работало. Ну, соответственно, вот эта экзерциция позднепетровская в 50-м году записана, начинается с того, что осматривают канал ствола с помощью пыжовника и протравником проверяют, что запал Чист затрав. Да. Уже после этого банят, ну а банить уже предписывают все другие экзерциции. Значит, интересно, что английская экзерциция 702 года, описанная Пове, она описывает в первую очередь работу с закрытым портом. И, соответственно, с банником. То есть она с самого начала просто как бы начинает с закрытого порта работу, да, на ближней дистанции. И это очень интересно, поскольку это вот описывает всю механику вот, с открытием, закрытием порта, с накатыванием. Что интересно про банники. У нас морской устав, он перечисляет набор констапельских припасов, он не перечисляет, сколько их было. Поэтому мы не можем сказать, сколько каких предметов полагалось иметь на корабле. Ну вот для 30-х годов мы уже можем сказать, да, и есть соответствующие данные. Ну, например, тут пальник один на каждое орудие всех бортов. А, например, пыжовник с шуфлой на шесте только на орудие одного борта, или банник с прибойником на шесте только для орудия одного борта, а канатный банник на оба борта, на каждое орудие по штуке. То есть эти вещи, в принципе, у нас есть, и даже есть количество зарядов картечи, там, дрейфгаглов, ядер на каждое орудие, которое полагалось иметь в наличии. Но это тоже, это 30-е годы, мы можем предполагать, что это эхо позднепетровской эпохи, но мы на 100% этого не можем. Ну, здесь интересная перекличка вот с этим английским трудом 702 года, потому что там прямым текстом написано, что на корабль, ну, правда, там 60-пушечного ранга, самый маленький упомянут, там сказано, что банники на канатах полагаются на каждое орудие, а банники на шестах, ну, там даже не наполовину, а даже на треть примерно, да. А там еще вопрос, просто на орудия совсем маленького калибра мог полагаться другой набор. А там у Пови есть эти сакеры, которые головорезы переводятся на русский язык, да? Эти картечные орудия на верхней палубе, на которые там 4 фунта или 3 фунта, к которым полагалось упрощенный набор принадлежностей. Если говорить о других отличиях этих экзерциций, да, значит, англичане описывают открытие портов, закрытие портов. Шведский трактат Грундела 705 года пишет только про работу с открытым портом, вот работу на порт-талях он не описывает. Ну и да, экзерциция, описанная в 50-м году, вот как раз упоминает о вылезании матроса с банником за пределы... С шестовым банником, да, а с канатным он при закрытом порте он не вылезает никуда. Интересно, что вот эта экзерциция, зафиксированная в 5-м году, там есть... то, что называется прежняя, да, то есть то, что мы опрокидываем в Петровское время, да, и вот новое 50-го года. Так вот, прежняя предписывает затыкать, когда мы баним канал ствола. Баним для чего? Для того, чтобы в первую очередь потушить остатки искры, там, остатки тлеющего картуза. А для того, чтобы потушить, нужно перекрыть доступ кислорода.
а не только его затушить влажным банником. Поэтому нужно обязательно запереть пальцем запал. Так вот, если вот в прежней экзерциции это делалось непосредственно пальцем, причем не написано, что там какие-то напальчники используются. Голым пальцем. То в новой экзерциции с нарочно сделанным малым пыжом это надо было делать. Ну, то есть какой-то пучок пакля. Пыжи, вообще, скорее всего, пыжи имели вид мячика из старого каната, и они такие же изображены и в испанском манускрипте, и поэтому они были, ну, примерно размером с ядро. Из старого смоленого каната такие, значит, смотанные. Ну, а здесь затыкали явно каким-то пучком поменьше. Ну да, какой-то маленький был. Интересно, что потом сухопутные напалечники кожаные были. Казалось бы, чего проще? Сделай кожаный напалечник, да и носи его. Но вот нет. На флоте кожаные вещи, кажется, не очень уважали. Ну, кожаные ведра вполне были. Хорошо, я предлагаю тогда завершить эту нашу теоретическую часть обзором последовательности заряжания по вот самому раннему английскому наставлению 1702 года, ну, после чего мы уже сможем перейти к практической части. Естественно, источник английский. Я делал его перевод по возможности, используя терминологию и обороты Петровской эпохи, так, чтобы это звучало более-менее аутентично. Первая команда «Тишина». В книге Конана Зотова есть шикарные команды «Матросы, слушайте команду и не шумите». В сухопутной армии была команда «Слушайте и примечайте». То есть главное, чтобы все заткнулись и не галдели, потому что команд будет не слышно в противном случае. А в экзерциции обновленной, вот этой 50-го, сказано, что констапель командует, держа рупор одной рукой, а другой рукой обнажив шпагу, как это и в бою бывает для большей храбрости. На самом деле это шутки шутками, а согласно морскому уставу офицер был обязан убить подчиненного, который будет шуметь на корабле во время боя. Поэтому офицеры, видимо, стояли действительно с обнаженными шпагами, что означало, что на корабле пробита боевая тревога, и шутки кончились. Яков Барш своих, точно капитан Петровского флота Яков Барш точно своих воспитывал обнаженной шпагой, потому что он в 2 случаях упоминает, что он отрубил матросу ухо, поскольку лупил его шпагой. Можно было сплошмя ударить, ну, если вдруг. Так что это все было воспитательным средством. Принимайся за банник. Берем банник. Банник в ствол. Соответственно, вставляем банник. Снимай крышку. Это делает свинцовую. Человек справа у дула. Ну, как мы считаем, это версия. Тот, кто у казны, снимает свинцовую крышку. Это комендор. Закрой запал пальцем. Он же. Бань. То есть банником до конца. Оберни банник трижды. Это все повторяют это требование про 3 оборота банника. Это было существенно. Это и наши, и шведы, и все об этом пишут. Вынимай, оборачивая. То есть вынимаем не просто, а еще продолжая прокручивать. Вынули, ударь о дуло. В канале ствола накапливается удивительное количество мусора, даже если его перед этим чистили. И вот мы когда проводили реконструкцию учебных стрельб, вот действительно ударяют. Самый красивый кадр был, когда ударяется бань и летит. Брызги летят, грязь, пыль. Бери вместо банника набойник. Берет. А подает все это второй человек справа. Принимайся за картуз. Это уже либо первый человек слева, который принес, либо второй человек слева, который взял у того, который принес. Но это не точно. Но если это все действительно попытаться реконструировать, мы вынуждены будем делать собственный вариант экзерциции с точным указанием движений каждого, чтобы все это не очень походило на любительский спектакль. А оно будет. Но клади картуз в ствол. Это человек, который слева, который не с банником. Бери пыж. Это тоже кто-то с левой стороны. Клади его в ствол. Кстати, где лежат пыжи, величайшая загадка истории. То есть нигде никто ничего о том, где лежат пыжи, не написал. Возможно, что они просто лежат в пегате, но тогда они должны были быть мокрыми. Это плохо. Вопрос остается открытым. Берись за набойник, посылай пыж и картуз. То есть картуз и пыж забивали одновременно. Прибей 3 раза. Вот это нужно было прибить хорошенько. Иногда пишут «сильно прибей» и «прибей со средней силой». То есть там отбивались какая-то разница. Проверь затравкой. То есть мы вот этим вот железным шилом должны проверить, что картуз дошел до казны и картуз дошел до стенки. И проколоть его. Да. Дальше. Вынимай набойник. То есть вынимать набойник уже после того, как мы проверили, что он добил до конца. Принимайся за ядро. Ударим о дуло. Это опять же, кто-то слева подает ядро. Важный момент. Зачем ударять ядро о дуло?
потому что этот чугунный шарик, он может быть в ржавчине, в окалине, в какой-то грязи. Вот чтобы это все стряхнуть, нужно стукнуть им. Но это у англичан. У шведов и у наших не говорится об ударении ядра. То есть, опять же, видимо, предполагается, что перед боем ядра перебраны, протерты, очищены и подготовлены. Клади ядро в ствол, бери пыш, клади его в ствол, бери набойник, посылай пыш и картуз. Тут может возникнуть вопрос, почему требуется два раза. Ну, то есть сначала пыш и картуз, а потом пыш и ядро. Почему нельзя было одновременно это сделать, как это в сухопутной артиллерии делали? Видимо, потому что физически это было невозможно. И пыш должен был довольно плотно сидеть в стволе, то есть протолкнуть два пыжа, ядро и картуз один человек не мог. Вот при Николае I было введено запыживание двумя человеками, когда подальше было от противника, видимо, два человека могли это сделать, и там был один картуз. Но в XVIII веке это в два приема производилось, а иногда и в три, то есть сначала там ядро закатывалось, потом пыш, но это ядро могло выкатиться, поэтому лучше было вместе засовывать. Да, ну вот здесь у Пове написано ядро, пыш и посылай пыш и ядро набойником. Прибей 2 раза, а не 3, как картуз. Вынимай набойник, положи набойник. Здесь речь идет о баннике и набойнике на канате. У Грундела, кстати, говорится о том, что при работе этот номер имеет банник на плече или набойник. То есть он вешает свободный конец на плечо и работает оставшимся концом. Принимайся за затравку. Прокалывай картуз. То есть через запальное отверстие мы должны... Мы проверили потом. Сначала мы проверяли просто, а теперь уже мы прокалываем картуз, чтобы был доступ непосредственно к пороху. Принимайся за рог. Берем пороховой рог. Подними рог. Как его открывать, да? Либо зубами вытаскивать пробку, либо подпружиненной. Если зубами, там Грундел пишет, что надо большим пальцем придерживать порох в роге, чтобы при движении от зубов к затравке не просыпать его. Сыпь порох на запал. При этом по-английски сказано так. Carrying the powder forward. У нас есть запальное отверстие. Нужно не просто его заполнить, а насыпать еще небольшую дорожку в сторону дульного среза. Зачем? Интересный момент, это описано в артиллерийском наставлении британском сухопутном XVIII века, по-моему, Мюллера. Я когда осадами занимался, этот вопрос изучал. Когда мы подносим фитиль к запальному отверстию, из него бьет фонтан огня. И он моментально размочаливает тебе кончик твоего фитиля, и расход фитиля таким образом гораздо больше. Если мы сделаем небольшую пороховую дорожку и будем поджигать конец этой дорожки, то фитиль у тебя не размочалится, а произойдет, соответственно, возгорание этой дорожки. Но вот у Грундела и в русской экзерциции говорится или вперед, или назад, где более плоская часть ствола. И дальше рекомендуется растереть рогом этот порох по стволу, чтобы он лучше туда прилип, и чтобы лучше принял огонь. Про вперед и назад. В том же трактате Мюллера там написано, почему вперед, а не назад. Потому что пушка откатывается. И если ты, например, эту дорожку просыплешь назад, то при откате у тебя все равно вспышка из запала все равно подъедет под твой фитиль. А если ты зажигаешь вперед, да, то она все равно... Но вот у Грундела там вперед или назад, где более плоское место, сказано. Ну, логично, потому что если там просто ствол покатый, то это может быть действительно неудобно. Соответственно, да, сыпь порох на запал, дорожкой вперед, закрой рог, левую руку на конец рога и прижми порох. То есть, видимо, толстым концом рога, вот как раз... Либо серединой, потому что у Грундела скорее он двумя руками держит этот рог, и серединой его прижимает. Но это вот такой спорный момент. Прижали порох, рог на место, и закрой запал крышкой. Да, у нас здесь уже порох насыпан, то есть нужно его максимально обезопасить. К талям. Матросы и пушкари встали к талям. Принимайся за ломы и рычаги. Поднимай порты и крепи. Вот есть, опять же, указание, что люди, державшие лом или ганшпук, должны были стоять боком к пушке,
соответственно, одни справа лицом к борту, слева спиной к борту, и держать лом или ганшпуг левой рукой по лому или ганшпугу, а правой на высоте груди. Ровно такое положение изображено в испанском манускрипте. То есть это, видимо, было общеевропейской практикой. Кстати говоря, перед стрельбой и у Грундела, и в нашем экзерциции сказано, что канонир держит правую руку на орудии, левую в бок, а все остальные держат руки в боки. То есть элементы строевой красоты присутствовали уже в начале XVIII века. Да. Но это была барочная эстетика, когда не нужно было вытягиваться вот так прям в струночку. Подняли порты, закрепили люки, выкатывай пушки, на талях выкатили, наводи через порт, дальше были варианты, наводи прямо, наводи на мачты, наводи в ватерлинию. В грунделовской экзерциции наводи вперед, наводи назад, и дальше там содержалась еще инструкция и в грунделовской, и в нашей: половина батареи наводится вперед, половина назад, либо вся батарея наводится вперед или назад. Но это интересный вопрос чисто тактический, потому что потом уже в нельсоновскую эпоху было признано, что наводить орудия по горизонтали не надо, надо кораблем их наводить. И возможно, что это, это просто один из элементов развития морской тактики, вот этот вопрос о том, куда чего там наводить. А у нас, зато и у шведов, не было вариантов наведения в ватерлинию, корпус или мачты. То есть ощущение, что по умолчанию мы, шведы, наводили в ватерлинию. Но при этом шведы вполне себе стреляли по мачтам и парусам, что мы прекрасно Ну да, знаем но из тех вот погонь, тем которые не состоялись. менее... Закрыли запал, навели, принимайся за фитиль, одуй фитиль. Отвернувшись от орудия, сказано у Грундела. И фитиль нужно держать либо за спиной, либо под левой мышкой, так, чтобы огонь был сзади. Есть замечательное изображение шведской береговой батареи, где артиллерист держит как тросточку под мышкой, фитилем назад. Снимай крышку. Очистить палубу. Кто ее снимал, непонятно, потому что комендор держит фитиль, и он вряд ли мог снимать крышку при этом. Кто-то из матросов у казенной части. Но правый или левый или оба — это вопрос. И куда ее клали, тоже вопрос. Потому что это нигде не написано, а понятно, что наступить на нее было не надо. Она сразу бы тогда испортилась. По поводу куда клали, следующая команда: очистить палубу для отката. Ну, понятно, что пушку отнесет назад, ее остановит бруковый трос, но под нее может попасть все что угодно. Пали. После этого опускай порты. Кстати, у Грундела есть странная весьма из рекомендаций. Он пишет, что не надо попытаться остановить откатывающуюся пушку, подкладывая под колеса лома или ганшпуги, но можно подкладывать швабру под колеса, и это пушку затормозит. И швабра мягкая, и пушке ничего не будет. Вот, но нигде больше такой рекомендации я не видел. В целом, вот эта вот базовая экзерциция описана в Англии в 1702 году. Дальше там идет еще несколько итераций, когда пушка уже заряжена, и артиллеристы по тревоге подходят и начинают огонь, но в целом последовательность в любом случае такая. На этом можно закончить. Еще раз нужно упомянуть о технике безопасности. Порох, рассыпанный по палубе, это всегда очень опасно, поэтому была та самая катка с водой оставлена. Которое было ведро кожаное с веревкой для черпания из-за борта, и при вооружении пушки по тревоге выставлялась катка для воды, наполнялась эта катка. Причем могла быть катка, она же для фитиля, могли быть катки отдельные с водой. У испанцев упомянута еще катка с разбавленным вином, для того, чтобы матросы могли пить во время боя, что было очень неплохо. Но у нас, у шведов, такая роскошь не упомянута. А вот про ведра английский морской трактат начала 17 века предписывает, чтобы все члены экипажа перед началом боя сходили в это ведро. Ага, ну правильно, тоже как бы вариант. И можно за борт было вылить. Да. А можно было прямо этим и тушить, если что. Да. Соответственно, нужно было мыть и подметать палубу швабрами от просыпанного пороха. В практике, в источниках, которые до сих пор удалось посмотреть, не так много описаний каких-то ЧП на орудийной палубе. Вот, пожалуй, такое основное, которое мне встретилось, это описание Керченского похода. Это Азовский флот в 1699 году. Собственно, первый крупный поход российского флота на Азовском море. Дошли до Керчи.
походом командовал вице-адмирал Корнелий Крюйс. Вот он в своем журнале описал, что на адмиральском корабле при учебной стрельбе взорвались 2 пороховых рога, и разлетевшимися осколками выбило зубы пришедшему на орудийную палубу обер-лекарю. Лекарь, да, у него он разворачивает по боевой тревоге свое рабочее место В кубрике. В кубрике, да, на орлоп-деке. Но поскольку ему там было скучно, делать нечего, он пошел посмотреть, что делается на орудийной палубе, а у него в этот момент еще зубы болели. И вот ровно эти зубы ему осколком рога Повезло. и вышибло. Повезло. Да, так что... А швабра, понятно, что это швабра в виде прядей веревки на палке, не на поперечной планке, хотя такие швабры тоже были. Но они служили для заметания скорее мусора в каких-то магазинах, а не на корабле. Да, ну и вообще матросы в городе, их основной способ заработка, они делали и продавали щетки и швабры. Вот описание городских типов уже там екатеринского времени, конец XVIII века, там прям написано... Изображен натуральный матрос, но при этом изображен, он подписан как торговец щетками. И у него на плече несколько этих швабр. Разных видов. А те матросы, которые даже на делание швабр не способны, ходили и торговали серными спичками. Делали серные спички, да, и торговали ими. Вот очень дешево. Так что серные спички имели отношение к констапельскому делу. Но, кстати, на кораблях вплоть до конца XIX века строжайшим образом запрещалось иметь спички или нечто подобное матросам. И даже в паровом флоте старые боцманы истребляли спички как могли. Потому что, ну, понятно, что режим огня на корабле парусно-деревянном был крайне строгим. Ну что ж, я предлагаю на этом завершить нашу теоретическую часть. Еще раз большое спасибо Верфи исторического судостроения Полтава. И всем нашим слушателям, как по эту сторону объектива, так и по ту. В следующий раз поговорим уже стоя рядом с пушкой.